Кир, ты скоро там? Ролик уже начался. Я просто жопу чистила, вот столько дерьма я в жизни не видела. Привет, друзья мои! Меня зовут Кира Роллер, я порноактриса. Давно мы с вами не виделись, но вот наконец настал момент, когда я снимаю свое первое обучающее видео. Как правильно чистить жопы. Я очень сильно подготовилась к ролику. Я взяла вот этот прекрасный флипчарт и 2 маркера для того, чтобы рассказать вам про физиологию ануса, про физиологическое строение жопы. Итак, наша попка состоит из двух, вот, если на нее посмотреть в разрезе, да, наша жопа, да, вот здесь вот, на входе, вы увидите дырочку, ну, можете у себя нащупать, так, пальчики запустить и нащупать. Эта дырочка называется внешний сфинктер. Он управляется сознанием. Соответственно, когда мы хотим какать, даже если мы хотим какать, то мы можем управлять этим сфинктером сознанием и не обкакаться. Именно его первым надо будет растянуть. Для того, чтобы растянуть его непосредственно, нужно сначала промыться, освободить все каловые массы, ну вот у нас прямая кишка такая, освободить все каловые массы. Для этого существует отличнейший способ, которым пользуются все порноактрисы, которых я знаю. Это никак не клизмы, это не какие-то там таблетки для очищения, это простой душ. Соответственно, как пользоваться душем для прочистки своей попки? Вы берете шланг душа, ну вот душ, да, и вот здесь вот он прикручивается к остальному шлангу. Вот, вы его здесь откручиваете, обрабатываете, кладете в антисептик или пшикаете антисептиком, например, вот обрабатываете вот эту вот часть. И далее проверяете воду, то есть теплая ли водичка, достаточно ли теплая водичка. Почему это важно? Водичка не должна быть слишком теплой, горячей, не должна быть слишком холодной, потому что вы собираетесь забраться в самое уязвимое свое место, в попку. А там находятся сосуды, которые очень восприимчивы к перепаду температур. Для того, чтобы проверить, достаточно ли теплая вода, вы берете руку, берете вот эту вот штуку, вот именно вот ее, то есть не надо вот это себе в жопу вставлять, это мы будем вставлять потом. Вообще, кстати, душ не надо себе в жопу вставлять, иначе он может там и остаться. Это очень страшно, очень игрушка дьявола. Про это мы еще поговорим, что не надо пихать себе в жопу потусторонние предметы. Так вот, мы берем вот этот я вот зачеркиваю, убираем, берем вот этот и подносим его к нашей жопе. Перед этим мы проверяем теплоту воды. Кладем сюда этот шланг и смотрим. Нам не должно становиться теплее, нам не должно становиться холоднее. Именно в этом месте достаточно такая, нежная кожа. И именно поэтому мы сможем этим местом точно понять температуру воды. Соответственно, после того, как мы провели этот эксперимент с температурой, мы засовываем шланг в наше непосредственное место. Не надо долго сидеть, не надо долго наполняться, потому что если вы будете слишком долго держать вот этот шланг у попы, то вода пойдет дальше. А так как прямая кишка обычно такая зигзагообразная, вот, то вода может застрять где-то там. И во время анального секса может вылиться на вашего партнера. Мы этого не хотим, мы хотим делать правильно. Поэтому, чтобы сделать правильно, нам надо, наверное, секунд 10, не больше, дать воде пройти, вот, соответственно, в кишку. После этого сразу же на туалетик и расслабиться. И так делать до тех пор, пока все каловые массы не покинут ваше бренное тело. Как только вы удостоверились, что водичка не имеет каких-то там вкраплений, подозрительных вкраплений кала, вот, и как только вы в этом удостоверились, вы начинаете растягивать вот этот вот первый сфинктер. Что вы для этого делаете? Берете свои пальчики,
Вот, сначала один. Обязательно используйте смазку, можно, например, использовать там какое-нибудь масло, кому как нравится, вот. Обязательно важно, маникюр должен быть коротенький. Потому что у меня был случай, когда вообще просто молодой человек такой говорит: вот мы хотели анальным сексом с девушкой заняться, и типа взял, прям, вот представляете, вот такой вот наверняка у него маникюр был, и типа палец засунь мне, пожалуйста, в жопу, родная. Вообще, представляете? То есть человек предлагает другому человеку засовывать пальцы в жопу. Другой же человек, этого нельзя делать. Почему? Потому что другой человек ни в коем случае не чувствует ваше тело. То есть вы когда засовываете палец другому человеку, вы можете его поранить даже относительно короткими ногтями, если у вас нет практики. Поэтому обязательно все делаем сами на себе. И не привлекаем ни в коем случае никаких других посторонних личностей, прежде чем вы свою попку не исследуете сами. Вот. Ну и, собственно, чем мы сейчас и займемся. Вот. Мы засовываем один пальчик туда. И вот так вот такими неспешными поступательно-вращательными движениями начинаем ее разрабатывать. После этого, опять же, обильно смачивая все, обильно смазывая все смазкой, потому что без смазки это, вообще, много смазки не бывает. Начнем с того, что много смазки не бывает. Поэтому не бойтесь переборщить, добавляйте столько, сколько нужно. Когда вы уже достаточно разработаете первый сфинктер, вот внешний, можно переходить к второму сфинктеру. О да, сюрприз! Их на самом деле 2. Сфинктера на самом деле 2. И второй находится, в идеале, конечно же, он должен находиться, так как он называется внутренний сфинктер, он должен находиться где-то вот здесь, да. Но все же мы люди, и некоторые люди обычно кривые. Нет, мы реально кривые, мы не симметричные, в чем-то мы не симметричные. И вся засада, вся шутка этого сфинктера внутреннего кроется в том, что он может быть неровно параллельно вот этому первому. Он может быть вот здесь, он может быть вот здесь, он может быть вот здесь, или вот здесь. И он может быть разной степени открытости. Да-да. Особенно у людей, которые никогда не занимались анальным сексом. Так что ничего не пугаемся. Но растянув первый, внешний, собственно говоря, сфинктер, мы переходим к внутреннему сфинктеру, который представляет собой утолщение гладкой мускулатуры кишки. Внутренний сфинктер представляет собой утолщение гладкой мускулатуры прямой кишки. Спасибо, Википедия. Его положение относительно внешнего сфинктера может меняться. Соответственно, растянув первый внешний сфинктер, а растянув, это, например, не надо прям усердствовать до 5 пальцев выходить, это примерно 2-3 пальца. Мы переходим нащупываем обязательно очень нежненько, с обилием смазки, не прекращайте повторять. Вот, нащупываем второй сфинктер. Он у нас будет закрыт точно так же, как с первым сфинктером. Делаем поступательно-вращательные движения там внутрь, очень аккуратно, без какой-либо скорости. И главное, чтобы мы испытывали при этом комфорт. Главное, можно себе там чуть-чуть помогать. Когда мы раскрываем наши сфинктеры, есть такой прием, которым пользуются порноактрисы. Вот. Можно немножечко тужиться, знаете, как на родах или как будто мы хотим в туалет. Именно поэтому, собственно говоря, очень важно полностью прочистить ваш желудочно-кишечный тракт, чтобы там не осталось ничего, потому что именно открывая вот этот сфинктер, на вас может нахлынуть масса дерьма. Иногда на съемках порноактрисы прочищались достаточно тщательно, из-за чего бывали различного рода конфузы, и приходилось останавливать всю съемку, весь съемочный процесс и ждать, когда отдельная курва наконец-таки почистит свой зад до конца. Ну давайте теперь представим шикарную картину. У нас чистый желудочно-кишечный тракт, открыт и достаточно мягкий внешний сфинктер, достаточно мягкий внутренний сфинктер. После чего, после открытия, что нужно сделать? Нужно туда что-нибудь засунуть. После того, как мы растянули нашу попку, у нас встает вопрос, какую же
приблуду туда можно вставить. И все зависит от того, что вам, какое именно ощущение вещи в заднем проходе вам нравится. Например, существует для любителей побольше и пошире, существуют различные груши-помпы анальные, которые вставляются в попу в маленьком состоянии, таком как кулачок, и потом они непосредственно просовываются сюда, и с помощью помпы можно регулировать размеры груши. Например, если вам нравится какое-то точечное нажатие, то можно воспользоваться стеклянными анальными пробками. Ощущение от такой анальной пробки похоже на тепло человеческого тела. А сейчас поговорим о том, как предложить девушке анальный секс. Вот она вся стоит, ваша красивая девушка, которая вам приглянулась, и вы хотите ее прям в пукан. И что же ей нужно сказать? Ну, для начала, я считаю, исходя из сугубо моего жизненного опыта, нужно создать у нее правильный образ профессионала в этом деле. То есть, соответственно, вы такой говорите: а знаешь, у меня однажды был такой классный анальный опыт, и начинаете расхваливать себя и описывать это все так сексуально, чтобы девушка прям поверила и заинтересовалась этой, собственно, темой. Именно по ответу девушки на вот этот вопрос можно, в принципе, решить, насколько она готова к сексу, насколько для нее это обычно или необычно. Потому что если девушка сама проявляет интерес и какие-то вопросы, расспросы начинает на эту тему, то это очень хороший знак. Это очень хороший знак, вам попалась развратница. Ну а если же девушка все-таки начинает как-то мяться или что-то еще, то можно после этого прямо сразу же спрашивать, а готова ли она к таким экспериментам. Вот. В ходе такой подобной беседы можно много узнать о девушке и о том вообще, в принципе, готова ли она дать свою попу на растерзание. Я недавно тут видела мемчик, типа переписка двух телок, а одна другую спрашивает: а что ты можешь сказать про анальный секс? И такая другая девушка отвечает: ну знаешь, анальный секс, в анальном сексе твоя жопа как книга. Ты можешь ее кому-нибудь дать, а могут тебе вернуть потрепанную или порванную. Вот, друзья мои, поэтому не надо, ни в коем случае не занимайтесь анальным сексом с незнакомыми людьми. Во-первых, в первую очередь вы не знаете, болен ли чем-то этот человек, и вообще не знаете, мыл ли он попу. Затрагивая тему анального секса, необходимо помнить о контрацепции. Пёхаясь в жопу, обязательно используйте гондоны. Пёхаясь в жопу, обязательно используйте гондоны, дорогие мои друзья. Потому что если вы не будете этого делать, то обязательно рискуете заболеть каким-нибудь ЗППП. Также порноактрисы используют мази с лидокаином. Они мажут внешний сфинктер, некоторые мажут также внутренний сфинктер. Некоторые используют эти мази только на этапе подготовки, а другие же используют и непосредственно перед съемкой, для того, чтобы не чувствовать. Но я не рекомендую пользоваться, увлекаться этими мазями, потому что если, это касаемо исключительно съемок, если вам рвут попку, и вы это не почувствуете в тот момент, это вас не убережет от дальнейших последствий. И если же эти последствия наступили, а именно разрыв жопы наступил. И если вы порвали свою попку, то надо обязательно воспользоваться облепиховыми свечами. Конечно же, никто не отменял поход к врачу, но в первую очередь обязательно в аптечке должны быть облепиховые свечи. Они обладают явным заживляющим эффектом. Но, пользуясь ими, не забывайте то, что пукать нельзя. Говоря о физиологии попы, надо обязательно упомянуть о медицинских препаратах, которые помогают как ее открыть безболезненно, так и предотвратить какие-то, ЧП, произошедшие с вашей жопой. Вот одна из таких приблуд, собственно говоря, это дубовая кора. Отличное средство, которым пользуются и в Чехии, и в Германии, я видела девочки, и в Испании. Это дубовая кора. Не знаю, как она у нас продается, но в Чехии она продается в таких мазюкалках. Вот. И ей очень обязательно следует смазывать анальное отверстие после непосредственно анального секса. Обладает заживляющим эффектом и очень-очень понравится вашей руке.
Также расскажу о специальном средстве, которое используют девочки, порноактрисы, для того, чтобы дольше не обсираться на съемках. Не обсираться на съемках. Это средство, этилопирамид, обычно эти таблетки используются для предотвращения поноса. Вот, они обладают закрепляющим эффектом, поэтому они просто тормозят все процессы, которые происходят в вашем желудочно-кишечном тракте. Поэтому если я сколько таких тоже случаев видела, когда девочка такая: утром перед съемкой очень кушать хочется, и она такая: съем-ка я одну печеньку. И одна печенька, даже одна печенька обязательно запускает всю работу желудочно-кишечного тракта. И, собственно, если вот там вот где-то там были какие-то, знаете, такие мерзкие какулечки, то съев всего одну печеньку, эти какулечки могут тык-тык-тык-тык-тык начать перемещаться, как, знаете, как по ленте в торговом центре. Вот, они будут так перемещаться сюда и могут навредить. Говоря о физиологии ануса, необходимо упомянуть важное, существенное отличие между анусом мужчины и анусом женщины. У мужчины, сделаем вот так, жопу, на передней части попы, которая лежит ближе к половому члену, находится простата. Это точка G, это такая точка G, которая помогает мужчинам чувствовать гораздо больше удовлетворения от анального секса, чем женщина. Эту самую точку можно также стимулировать несколькими путями. Мальчики, учитесь. Смотрите то, что вам больше нравится, как вам больше нравится с ней играть. Можно, например, поставить на нее, нащупав ее, она похожа на такую, знаете, горошинку на стенке, собственно, попки. Вот, нащупав ее, можно на нее положить пальчик и так массируя, знаете, по часовой стрелке, медленно или быстро, кому как нравится. Можно обхватить ее двумя пальчиками, вот так, хоп, и так вот поводить, тоже приложить. Можно попытаться засунуть для экстремалов, для любителей поглубже, можно попытаться засунуть туда руку. Но лучше для этого использовать различного рода игрушки. Например, существуют достаточно длинные члены, которые резиновые, которые вот так вот изгибаются, и они очень хорошо подходят для полости вот этой прямой кишки, которая точно так же изгибается. Главное правило, помните, дорогие друзья, главное правило: никогда не суйте себе потусторонние предметы в жопу, потому что просто рискуете попасть в такую ситуацию, что вы их оттуда не достанете никогда. Просто придется прибегать к экстренной помощи врачей. Врачи, проктологи, уже хирурги столько разных всяких форм, предметов, всех расцветок и размеров достали из прямой кишки человека, что кто-то там, я, по-моему, даже слышала, что музей из этих вещей собрал. Там были вообще очень странные. Честно, не помню, какие вещи, но, друзья, помните, главное, помните вы это правило: ничего, кроме специализированных анальных игрушек, мы попку не засовываем. Мы же лучше этого, мы же дорожим нашим задним отверстием, правильно? Кстати говоря, принесла вот вам показать, покрасоваться свою игрушечку для попки. Одна из разновидностей анальных пробок, вот пробочка с хвостом, подходит под волосики. Очень такая классная. Вот, она такого небольшого диаметра, резиновая. Есть различного рода металлические, различные ценовой категории. Например, если для кого-то дорого пойти в какой-нибудь секс-шоп типа кролика, вот, можно заказать с Алиэкспресс. Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрели это видео. Я надеюсь, оно было очень познавательным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите увлекательные видео про вашу жопу и не только, про разные части тела. Мы с вами поговорим, дай бог. Вот. С вами была Кира Роллер.